Всем здравствуйте! Я рада вас приветствовать снова на моем канале. И сегодня будет такое необычное видео, наверное, вы догадываетесь. В принципе, я записываю и выложу его 31 декабря. Будет, конечно же, поздравление от меня и необычное поздравление от высших сил. Посмотрим, будет интересно. Я такого еще не видела на YouTube. Всегда хочется что-нибудь новенькое, интересное попробовать. И от меня поздравление будет короткое. Я не сильна в поздравительных речах. Я вас хочу поздравить с наступающим Новым годом, чтобы у вас складывалось все наилучшим, наивысшим, наиболее благоприятным для вас образом, чтобы те трансформации, которые вы прошли, то, что вы уже проработали, чтобы это все устроилось и встроилось в вашу жизнь самым лучшим образом, и чтобы 2024 год принес вам еще больше радости и по возможности, чтобы трансформации происходили легко настолько, насколько это возможно. Да, мы знаем, что не всегда это, к сожалению, так гладко, как нам хотелось бы. И я вам немножко хочу рассказать, что ждет в 2024 году на моем канале. И ждет вас очень много интересных штук. Одно видео уже даже записано, причем записано относительно недавно. И оно выйдет уже в 2024 году во время праздников. Собственно, можете смотреть тогда, когда вы его откроете, неважно. И я планирую сделать что-то типа новогоднего марафона, назовем это так. Но мне бы хотелось, чтобы мы с вами новогодние праздники использовали с пользой, приятное с полезным, так скажем. Вот. И я запишу и выпущу, конечно же, видео про то, посмотрим с вами, какой будет 2024 год для вас. Это будет по месяцам, но мы посмотрим это интересным способом, так как я работаю с рунами, и с Таро, и все эти способы я буду использовать. Соответственно, это будет исцеляющий, в том числе, расклад. Информационное видео я бы так назвала, потому что не всегда это получается раскладами. Посмотрим, что там нужно будет. Также я планирую записать, выпустить видео с практиками и энергетическими, и ментальными, на инсайты, на осмысление, чтобы, так скажем, мышление зашевелилось, и уже чтобы в январе мы с вами начали его менять в лучшую сторону, в еще более лучшую сторону. Кстати, для тех, кто хочет, я вам даю прямо сейчас такую практику. Считается, что первые дни года, с 1 января, как вы их проживете, так и по месяцам будет прожит год. Попробуйте, это интересно. То есть запишите 1 января, соответственно, какие были чувства, какие были события, как вы себя чувствовали, на каком уровне была энергетика. Это очень интересно, в общем-то, понаблюдать. Соответственно, 1 января это ваш весь январь, 2 января это ваш весь февраль, и так далее. Прям можете завести себе красивую тетрадочку, потому что задания будут, назовем так, условно, в новогоднем марафоне. И на то, чтобы надо будет что-то прописать. Мы коснемся, конечно, и целей, и желаний, и установок, и блоков. Будет очень интересно, очень полезно. Соответственно, это будет бесплатно. Какие-то практики будут платные, но в любом случае вы получите пользу
несмотря на то, по какому пути вы пойдете. Да? Каждый возьмет столько, сколько он сможет или сколько он захочет. И, соответственно, будут расклады на прогнозы. Как же без них? Возможно, будут медитации какие-то, если они нужны будут, проработки. И также хотела вам сказать, что кто желал попасть ко мне на проработки, на расклады, в январе у вас есть такая возможность. Да? Все контакты всегда под видео, пишите. Единственное, что в праздники могу не сразу отвечать, потому что праздники у всех. Я тоже немножко хочу праздников и волшебства. Соответственно, давайте с вами теперь посмотрим. Вот еще интересно, мне пришел подарок, очень классный. Я очень хотела эту колоду, и она очень-очень классная. Это и таро, и руны, 2 в одном. Просто вот для меня очень крутое сочетание, и на ней мы тоже с вами обязательно что-нибудь посмотрим, но уже в новом году. Спасибо огромное за подарок, я была просто счастлива, он пришел мне буквально 30 декабря. Колода офигенски красивая, и если ее еще и сочетать с той, которую я купила про подземелье драконов, здесь, видите, тоже такой дракончик есть, то вообще будет огонь. В общем, да, много огня будет, год дракона. Соответственно, давайте мы с вами сейчас посмотрим, что хотят передать высшие силы, какое, возможно, поздравление, да, с чем они хотят поздравить. Сделаем это на рунах. Не знаю, что будет, мне самой очень интересно, это такой экспериментальный, я даже не знаю, это, наверное, даже не расклад, а какое-то информационное видео, поздравление. Давайте посмотрим, какое послание для вас есть у высших сил на Новый год, возможно, просто для вас, что они хотят вам сказать, с чем поздравить. Они прям выскочили. Как интересно. Это 2 руны, Лагус, Беркана, 2 женские руны про поток и изобилие. Иса — это у нас не только как повешенный, но и как внутренний стержень. Сейчас еще чуть-чуть. Изобилие вам желают в новом году. Тут прям сейчас я сюда выложу и все передам, обещаю. Вообще шикарно, я считаю. Тут прям поздравления от высших сил, так можно и назвать. В общем, вам желают оставаться в потоке, слышать себя, свою душу, слышать то, что вам передают высшие силы, наставники, быть стойкими в новом году, развиваться и укреплять свой внутренний стержень. Также вам желают изобилия, как внутреннего, так и внешнего, чтобы огонь в душе вашей горел и наполнял ваши глаза радостью и светом, чтобы все препятствия и блоки были разрушены. То, что препятствует вашему изобилию, взаимодействию с внешним миром, с другими людьми в том числе,
чтобы это все ушло, осталось в старом году. И в новом году, чтобы вы стали новым человеком, новой личностью и достигали новых высот, новых целей, еще выше, сильнее и, как говорится, дружнее. Не знаю, третье слово какое подобрать. Напишите сами. Давайте еще посмотрим. Угу. Желают вам... Ой, как классно. Желают вам движения, радости и счастья в проявлении себя, ваших даров, ваших талантов, быть солнышком, светить другим людям и обогревать их. Так, но я весь футарк не буду вытаскивать. Давайте посмотрим совет от ангелов, который я вам практически каждый день вытаскиваю. Да? Напоминаю, что есть там у меня плейлист, где каждый раз я вытаскиваю новую карту, даже если они повторяются, это все равно новые фотографии, актуальные. В принципе, если вы хотите, вы всегда можете там зайти и выбрать какое-то видео и получить подсказку. Давайте посмотрим, что же вам наставники скажут ваши, какую подсказку дадут. Даже убирать не хочется, мне прям очень нравится. Какую вам подсказку дадут? Избавься от чувства вины. И помни о своем внутреннем огне. Вообще шикарно. Они прям повторяются здесь и здесь. Дари тепло. Вот я это же выложу, потому что это прям... Давайте чуть-чуть мы подвинем. Чуть-чуть подвинем. Вот так у нас. Давайте прочитаем. Радость – это самое мощное и возвышенное чувство, в то время как вина – самое низшее и ущербное. Отдай нам свое чувство вины, и мы обратим его в радость. Прям можете закрыть глазки и мысленно пробежаться по телу, как ситечком так собрать все какие-то темные моменты, какой-то негатив и давайте представим по левую сторону такую топку, либо огонь. Если у вас свеча горит, можно прям в этот огонь и эти все какие-то черные камушки, какой-то весь черный негатив, все это бросить огню, сжечь и немножко расслабиться и подышать. Собрали камушки, да, какие-то темные энергии, все это в огонь. Как-то у нас даже не обошлось без проработки. Ну, видимо, надо было. И теперь нам хотят сказать о том, что нужно помнить все время о своем внутреннем огне, ведь он всегда нас наполняет. Да? Это то, что может наполнить вас изнутри, это то, что всегда с вами. У вас это никто не отберет. Да? Это как раз-таки тот вариант, когда, зажигая других через свой внутренний огонь, у вас не становится его меньше. Да? У вас огня становится только больше. Соответственно, все мы немножко волшебники, и не нужно никогда принижать вашу значимость, да, для других людей, потому что все мы связаны, все мы живем в одном поле, в поле я имею в виду энергетическом, да, все мы живем в каких-то там городах, да, общностях людей, и, соответственно, мы друг от друга опыляемся. У меня в Shorts, Reels, Shorts, да, там
либо есть уже, либо будет видео про то, как действительно мы опыляемся друг от друга и насколько вот это важно быть на своем месте и все время помнить о своем внутреннем огне, потому что это зажигает других, другие зажигают еще кого-то. И так по цепочке, представляете, от какого-то вашего огонька внутри зажегся один человек. Он пошел, зажег еще двоих. Эти двое еще четверых. Эти четверо еще 16. И так далее, вот в такой прогрессии. А вы кому-то просто улыбнулись, кому-то сказали доброе слово, кому-то пожелали что-то хорошего. И вы были начинателем вот этой цепной реакции. И это все ваш внутренний огонь, то есть через себя, через отношение к другим людям, к близким, к тем, кто встречается у вас на пути, вы творите свою реальность, и вы меняете этот мир, можно сказать и так, потому что цепная реакция, да, как говорится, где-то взмахнула крыльями бабочка, да, а на другом конце мира случилось цунами, да, вот. И это как раз-таки о том. Давайте прочитаем, что нам здесь хотят сказать. Твой внутренний огонь никогда не потухнет и не почернеет, ведь его источник — свет самого Творца. Ты всегда будешь красивым и живым. И можно закрыть глазки и представить, как внутри вашей грудной точки, груди, там, где ваше сердце, там, где живет ваша душа, ну, не живет, а через что она соприкасается с вами. Увидите там либо маленькую свечку, либо маленький огонек, камин с теплым желтым, как правильно сказать, стрекочущим огнем. И посмотрите, как он разжигается все больше и больше. Этот огонь, он не обжигающий, он просто теплый, такой искрящийся, приятный, даже можно сказать мягкий. Это вот, знаете, как что-то такое теплое, что хочется обнять. Посмотрите, как этот огонь проявляется изнутри наружу, как к вам подходят ваши близкие, ваши любимые, те, кто вам дорог, и они, греясь от вашего огня, они тоже зажигаются. У них в груди тоже появляются маленькие огонечки. И как вокруг вас становится все больше и больше людей, потому что к ним подтягивается кто-то, кого они знают и кто для них важен и близок, и они зажигают этих людей. А те люди, в свою очередь, зажигают других людей. И посмотрите, как это уже распространяется на всю вашу улицу. Как в домах начинают зажигаться огонечки. Посмотрите, как это расширяется на весь квартал. И зажигаются огонечки. Люди ходят по улицам, и там-сям зажигаются огонечки.
как уже весь город. Смотрите сверху на город, как в разных районах города все больше и больше становится этих огонечков. И вот уже вы видите всю свою страну. И в разных-разных городах много-много огонечков зажигаются, все больше, больше, больше и больше. Вот вы уже видите весь земной шар, на котором также зажигаются все больше и больше, все больше и больше огонечки, огонечки. Какое-то время можете побыть в этом, посмотреть, насладиться этим чувством радости, счастья. Кто-то даже почувствует эту безусловную любовь ко всем, ко всему на этом свете. Кому-то захочется даже плакать. Это нормально. Это какие-то блоки пошли. Сердце очищается. Безусловная любовь навсегда очищает. Можете проговорить: я отпускаю. Отпустите то, что вы готовы сейчас отпустить. Я принимаю безусловную любовь. И я отпускаю то, что готово уйти. Возвращаетесь обратно. Вы видите страну, ваш город, вашу улицу. И вот вы уже у вас дома. Можно открыть глазки. Почувствуйте ваши ручки и ножки. Подышите глубоко. Можете подвигать ручками, ножками, пальчиками. И прочитаем пока третье послание. Дари тепло. Каждый миг своей жизни старайся дарить тепло и растапливать лед в сердцах других людей. Это прям отличное дополнение к тому, что мы сейчас с вами сделали. Нужно единственное, что помнить, что не нужно причинять добра, да? Если человек не готов, либо он не хочет, если он сопротивляется, не нужно приходить в чужой дом и, условно говоря, навязывать свои правила, делать кому-то хорошо, если человек сопротивляется. Живите своей жизнью хорошо, так как настолько, насколько вы можете. И тогда, когда люди готовы, они придут к вам и спросят сами: а как ты это делаешь? Вот, расскажи, я тоже хочу. И вот тогда уже можно поделиться. И тогда огонек зажгется сам по себе. Вам не нужно будет никому ничего причинять, никакого добра насильственного, да. Самый высший закон здесь — закон свободы воли. Если человек хочет страдать, это его выбор. Если человек хочет поменяться, это тоже его выбор. И против чужого выбора мы с вами идти не можем. Да и не нужно. Просто потратите свою энергию и, как говорится, хотелось как лучше, а получилось как всегда. Поэтому я вам желаю, чтобы в этом году вы максимально
были сосредоточены на своей жизни, на своем счастье, на своей радости. И когда вы полны этого счастья и радости, тогда у вас есть чем делиться с другими людьми, тогда и вы счастливы, и все вокруг вас тоже счастливы. Какое-то очень длинное получилось поздравление, но, видимо, так нужно было, потому что меня прям очень просили это записать. И давайте мы с вами вот здесь еще что-то буквально 2 картами какую-то подсказку тоже вытянем. Как интересно, 28 и 18. Здесь о том, что стройте, пожалуйста, свою жизнь сами. У вас есть для этого все ресурсы, все возможности. А если вы считаете, что у вас нет этих возможностей, посмотрите мое видео «Как начать менять жизнь». Вот там про возможности я очень хорошо рассказала. Как их привлекать, что вам мешает это сделать. И находитесь, пожалуйста, в балансе. Да, это и про причинение добра, да, когда мы тоже нарушаем баланс, вот, синдром спасателя. Да. Обратите внимание на свою жизнь, будьте в балансе и приходите к своим целям. Да, делайте ваши прорывы, светите, радуйтесь, двигайтесь, выходите из ограничений, разрушайте нужду, будьте в изобилии, горите тем, что вы делаете, и доверяйте высшим силам, они всегда нас ведут. Что ж, я вас еще раз поздравляю с наступающим 2024 годом. Я вас благодарю за то, что вы все это время были со мной, а может быть, вы только сейчас ко мне пришли, все равно благодарю вас, благодарю высшие силы за то, что они приводят ко мне тех людей, кому я могу помочь. Надеюсь, что это будет расширяться. И мне очень хотелось, чтобы к 2024 году у меня на канале была 1000 подписчиков. Я практически сделала эту цель. Мне будет приятно, так скажем, этой цифре. Конечно же, я вас всех очень ценю и рада тем, кто есть. Никогда не печалюсь тому, что кто-то отписывается, кто-то новый подписывается. Каждому свой мастер, каждому свой человек. Кто кому резонирует, это нормально. Люди приходят, получают какую-то информацию, и иногда это все, что они должны получить. И они уходят. В любом случае, я знаю, что мне это все зачтется. Вся эта помощь, какие-то ресурсы мне также придут, какие-то люди тоже мне просто помогают, не требуя ничего взамен. Небесная канцелярия, скажем так, она все учитывает, кто кому чего помог, сколько, кто чего должен получить. Поэтому я всегда радуюсь новым подписчикам, новым комментариям, никогда не печалюсь тому, кто уходит. Значит, они получили то, что им нужно было. И это тоже огромное счастье и радость для меня. Значит, еще один огонек зажегся. И я буду очень рада и счастлива, если вы поделитесь с кем-то этим видео. Кому-то оно тоже поможет, кому-то оно улучшит настроение на эти праздники, а может быть и не праздники, смотря когда вы будете это смотреть. И таким образом
чем больше комментариев будет на этом видео, чем больше раз вы им поделитесь, тем больше людей увидят, и тем ближе будет и моя цель, в том числе, тем большему количеству людей я также смогу помочь и дать какую-то полезную информацию, поменять как-то их жизнь или состояние, помочь им это сделать, да, и зажечь тоже маленький огонек в их душе от нашего с вами, так скажем, камина. Да, у нас тут очень приятная, теплая атмосфера, и все, кто мне пишут, пока что, так скажем, вся моя аудитория, они очень приятные, доброжелательные люди, и я вам очень благодарна за то, что вы в 2023 году были со мной. Надеюсь, что в 2024 году мы также с вами будем вместе, а если с кем-то не вместе, тогда тоже классно. Тогда вам счастливого пути. Все, посылаю вам лучики любви и добра. Спасибо, что досмотрели до конца, что написали комментарии, поделились. Спасибо также высшим силам за то, что они нам вот такое поздравление сегодня устроили. Все, увидимся в новом году. Пока-пока.